Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно очередного нововведения фронтиров. Мультиконтроллер для дронов. Да, они бывают различных размеров, различного назначения, все это протестируем, посмотрим, потому что, как мне кажется, в перспективе это очень приятное новшество. А обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! И давайте начнем с мультиконтроллера дронов, добытчиков. Что у нас тут есть? Масса 52 тонны, целостность понятна, время загрузки понятно, максимальное количество активных дронов 4 штуки. Дальность полета 5000 метров. Это серьезно. Время работы? Значок бесконечности, ну, что-то как-то слишком хорошо для правды. Ну да ладно. Максимальная скорость 200 метров в секунду. Скорость нескольких целей 60 метров в секунду. Давайте-ка я его себе поставлю и посмотрим, что у нас да как. И как вы покупаете, у вас получается сразу в огневых группах два вида. Сборщик и геолого-разведчик. То есть теперь мы можем копать на большом расстоянии и собирать, учитывая все, что там сказано. 5000 метров. А не с 500 метров ковырять астероид. Мне это очень нравится, если честно. Потому что как бы дрон-сборщик третьего А-класса 1320 метров. И время работы 720 секунд. Блин, майнеры, вам повезло. Еще бы, конечно, вернули бы цены на паинит и на все остальное, было бы еще лучше. Мультиконтроллер дронов для иных, то есть антиксенодрона. Что мы видим? Массу понятно, целостность понятно, потребление понятно, активные дроны 4 штуки. Дальность полета 5000 метров. Ну, с иными вряд ли столько нужно. Время работы 300 секунд. Ну, то есть получается 5 минут. Ладно, окей. Максимальная скорость 200 метров в секунду, ресурс ремонта 70. Давайте смотреть на его режимы работы. И тут у нас и очиститель, и исследователь, и при всем при этом еще и дрон-ремонтник. Но ремонтировать им будет мало. 70 единиц ремонта как-то несерьезно. Либо здесь неправильно показаны характеристики, что тоже может быть. Только для вас, друзья. Снес себе 20% корпуса, потому что фронтиры могли что-то не так написать. 2415 брони, 1% 24,15, то есть 3% будут примерно равны 70. Давайте-ка мы это дело проверим, как это у нас сейчас восстановит. Ну, какое количество? Потому что написано 70. Ждем, пока прицепится. И наблюдаем. Ну да, те самые заявленные цифры. Плюс-минус погрешность. Ну тут, конечно, да. Обычный дрон-ремонтника класса такого же размера. 180 единиц против 70. Ну, за универсальность нужно платить. Дроны-спасатели. Что у нас тут получается? Масса, целостность понятна. Максимальное активное число дронов 4. Дальность полета 2600 метров. Уже, кстати. Время работы также 300 секунд. Максимальная скорость уже 500 метров в секунду. Вместимость заправщика 1 тонна. Ресурс ремонта. Время взлома. Минимальный объем груза. Максимальный объем груза. Давайте-ка посмотрим, как это выглядит и что вообще тут есть. Тут уже у нас получается ремонтник, заправщик и взломщик трюма. Контроллер операционных дронов. У нас тут получается 3100 метров. Дальность 420 секунд уже вместо 300. Максимальная скорость опять-таки 500 метров в секунду. Время взлома и так далее. Смотрим, что у нас здесь. Тут у нас опять-таки дрон-сборщик, который уже мы видели, дрон-разведчик и опять взломщик трюма. И они у нас только третьего размера, эти универсальные модули. Да, вроде бы и хорошо, а вроде бы и плохо. Очень могу сильно отметить дронов-добытчиков, потому что 5000 метров для сборщика и бесконечное время работы – это прям очень-очень вкусно. Но это не все. Есть еще одна размерность у данной штуки, но работает она немножко по-другому. Тут просто воссияет клипер, ну и корабли, которые имеют 7-й слот.
И здесь у нас получается, прямым текстом пишут, универсальный мультиконтроллер дронов. Есть как А-класс, есть как С-класс. Естественно, А-класс будет получше, и давайте-ка посмотрим его. Но сначала цена. 7 лямов. Довольно много. Но это не страшно. Дальность полета 10 тысяч метров. Время работы дрона бесконечно. Максимальная скорость 500 метров в секунду. Скорость низких целей 60 метров в секунду. Заправщик, ремонт, взлом и так далее, и так далее, и так далее. Интересно, что там понапихано. Друзья мои, держитесь крепко. Тут у нас и разведчик, очиститель, исследователь, ремонтник, геолого-разведчик, сборщик, заправщик и взломщик трюма. Ну прекрасно же. Но реально прекрасно. И бесконечное время работы. Удивительно. Просто удивительно. Неужто такое реально сделали? Но, повторюсь, 7 слотов не так уж и много. Ну, в плане... Немногие корабли их могут держать у себя. Но Анаконда, Клипер, ну и все остальные большие могут себе это позволить. Правда, дрон-ремонтник 450 единиц ресурс ремонта. Ну а тут у нас 310, так что в принципе... Удобоваримо. Я согласен на такие условия, мне это нравится. Можно даже собрать федерал-корвет. Я смогу и коррозию снять, и корабль починить, но это образно. То есть такая функция есть, и это прекрасно. Единственное, много назначать придется. Главное в этом деле не запутаться. Без назначения огневых групп, естественно, это работать не будет. Но я думаю, это понятно. На всякий случай проговариваю данный момент. И да, друзья, для владельцев горизонтов, у которых нету Одиссеи, которые еще ее не купили по тем или иным причинам, включая оптимизацию, хорошая новость. Спускаемся. Мультиконтроллеры дронов здесь тоже доступны. Пользуйтесь на здоровье. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, которые я для вас отснял, друзья. Там уже свыше 570 вроде видео. Много контента я отснял, завез и рассказал вам по этой игре, и некоторую часть я даже структурировал, примерно 1/5. И что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Нет, прошу прощения, поправочка, 22. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, ручное вооружение, корабельное, как инженерить различные модули, сами инженеры, куча полезной инфы, различных еще плейлистов, которых я уже, честно, не помню. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord-сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть друг с дружкой хоть в КС-ку, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. И еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то ссылочка на Discord. Там подробные правила вступления в эскадру и нахождения в ней. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.